Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же на вас обижается? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Так. Вы знаете, такое ощущение, что вам очень остро не хватает женского внимания. Вот здесь настолько идет такая женская энергетика, вот именно женской любви, женской ласки, женского внимания, того же кекса, да. Вот именно нехватка женской энергетики. Вы очень соскучились. Почему? С чем это связано? Это связано с тем, что вы потеряли свою семью, потеряли свою любимую женщину. И здесь проигрывается тот момент, что очень давно у вас даже может быть роман, вот элементарный роман у кого был, да, но это было как-то давно и неправда. Здесь перемены в жизни, перемены связаны не только с перемещением, допустим, там на другое место жительства. Здесь перемены в личной жизни, здесь перемены могут быть в работе. То есть, знаете, такое ощущение, что ваша жизнь абсолютно перевернулась на 180 градусов. Вот как раз это связано с потерей своей любимой женщины, которая сейчас на расстоянии, но которая до сих пор не дает вам покоя. Эта женщина может, знаете, даже как-то дистанционно, вот, на уровне энергетики, да, так скажем, вмешиваться в вашу жизнь. У кого-то это будет с помощью магии, потому что здесь проигрывается, что женщина либо же сама владеет магией, либо же ходит куда-то и делает разные магические штучки, которые тем или иным образом влияют на вашу жизнь. Именно из-за этой женщины у вас могут проигрываться проблемы в личной жизни, потому что она не хочет, чтобы у вас наладилась личная жизнь. Это такое, знаете, женская зловредность, что ли, вот как хотите называйте. Так не доставайся же ты никому. Хотя в вашей жизни, я вам скажу, будет еще новая история, но мы сегодня не об этом. Но ваша бывшая, вот она не может угомониться. Вот она готова даже магию сюда подключить, только бы вот сделать какую-то пакость. Вот если брать женщин, допустим, вы выбираете женщин очень так, скрупулезно, что ли, лишь бы с кем вы даже зароманить не пойдете. Хотя вам романы, в общем-то, и не нужны. Вы больше ориентированы на постоянство. Снова вы в очередной раз выпадаете императором, но это уже точно мистика. Практически в каждом раскладе вы выпадаете императором. Ну а император, он априори не может выбрать себе какую-то мелкую сошку, допустим, неряшливую женщину, неухоженную, да, либо же там, я не знаю, с фигурой, у которой так метр на метр и на метр, да, такой кусочек сала ходячий. Но это точно вы не будете выбирать такую женщину. У вас такой подход очень серьезный. Вы, когда выбираете женщину, вы вообще присматриваетесь со всех сторон, да, и какая она и внешне, и какая она в общении, да, вот какие-то ее черты, может даже проигрываться, что вы каким-то образом ее, проверяете, что ли, да, вот тестируете по-своему. Кто-то на корыстность, кто-то на верность, да, то есть у кого чего болит, тот о том и говорит, да, вот как говорится. Потому что вы для себя решили, что вы больше не переживете тот момент, который вы когда-то пережили со своей бывшей женщиной. Он был для вас очень болезненный, очень неприятный, поэтому вы не хотели бы снова наступить на те же грабли. По этой как раз причине вы так скрупулезно, с лупой, с биноклем, да, вы так присматриваетесь к женщинам. Но опять же, сердечко ваше пока свободно. Я имею в виду, что там никто не поселился. Вот не поселился. Я сейчас не говорю о тех, кто не может бывшую забыть, да, потому что у нас общий расклад. Те, кто не могут забыть бывшую, это совершенно отдельная история. Там однозначно. Там новая женщина не поселится, пока вы ее не отпустите. Я это довольно часто говорю в своих раскладах, что мужская психология такова. Если вы не отпустили, не забыли, как не забыли, из сердца, по крайней мере, не выбросили
прежнюю женщину, но новая там не может поселиться. Две женщины в сердце у мужчины, ну не может быть никак. Это ваша природа. Поэтому я сейчас говорю именно о тех, кто отпустил свою женщину, да, но тем не менее, вот вы для себя не можете выбрать ту единственную. Даже может быть долгий период. Вы прекрасно видите, что женщины, которые попадаются вот на вашем жизненном пути, да, у кого-то не устраивает характер, да, склочный, допустим, у кого-то вы сразу видите корыстность, у кого-то вы видите, что она, допустим, там два слова связать не может, потому что для вас очень важно и в конце концов, общение, ум, интеллект женщины. Довольно часто бывают такие ситуации, когда мужчины вот сами рассказывают, что ну, знакомишься с женщиной, да, вроде бы фигуристая, красивая, такая вся из себя, но только откроет рот, и от нее хочется сбежать, потому что, ну, глупая до мозга кости просто. Я, конечно, всегда удивляюсь, думаю, ну, елки-палки, а что ж такого можно сказать, чтобы мужчина такое подумал? Напишите в комментариях, может быть, у кого-то из вас была такая ситуация, вот что такая вот глупышка вам попалась. Вот что они такого говорят, что они делают, что мужчины считают их ну настолько глупыми, что реально хочется просто сбежать. Вот я просто не могу этого понять, вообразить, но, слава богу, у меня все нормально. И с интеллектом, и с общением, и язык подвешен, если вы заметили. Так, давайте-ка дальше смотреть, кто же на вас обижается, да? Давайте будем раскручивать этот клубочек. Какая же женщина пришла к нам сегодня на расклад? Это женщина, с которой вы когда-то пересекались. В принципе, вы можете даже сейчас каким-то образом пересекаться с ней. Но опять же, я не привязываюсь ни к какому там месту, да, потому что это общий расклад. Это уже на личном раскладе можно более детально сказать, где вы пересекались, там, как вы общались, был роман или не был в таком плане. Это могло быть даже, знаете, довольно такое, ну, я не скажу, что прям близкое общение. Но, по крайней мере, эта женщина имела на вас виды как, ну, на мужчину. Как, ну, для романа это как минимум, а может быть даже и больше. Эта женщина, она может даже, кстати, проиграться, либо же приблизительно вашего возраста, либо же, может быть, даже чуть постарше. Она довольно неплохо выглядит, она властная, вот есть какая-то такая в ней, знаете, такая сила, вот она, ну, обычно таких мужичка называют. Может быть, даже фигура у нее такая, ну, по мужскому типу, да, вот широкие плечи, узкие бедра, вот в таком плане тоже может проиграться. Угловатость какая-то. Ну, вот я не скажу, что она прям такая раскрасавица, хоть она и пытается там как-то следить за собой, но я думаю, что ее красавицей точно не назовешь. Она одинокая, она, я бы сказала даже, что, может быть, даже она и не была замужем. Ну так, романчики у нее были, ну, потому что у нее есть свои внутренние тараканы, хотя они, в принципе, есть у каждого. Но она такая довольно интересная особа, она очень своеобразная. Здесь может даже проигрываться какой-то, ну, я не знаю, это может быть какая-то особая манера общения. У нее могут быть какие-то, знаете, вот даже то ли это дурацкие шуточки, могут быть какие-то подколки такие даже в разговоре, да, но то ли она не умеет шутить вот в таком плане, да, то есть я не скажу, что она какая-то такая плохая, негативная, там злорадствует, нет, но вот как-то она не очень умеет общаться с людьми. Вот она своеобразная. Плюс она может одеваться как-то тоже. Ну, я не скажу, что это выпендрёж. Ну, как-то, опять же, своеобразно она может одеваться. Это может быть либо же одежда не по возрасту, да, вот особенно как, знаете, вот женщины, кому там, ну, 60 плюс возьмем тогда, когда ходят там в мини-юбках, ноги все синие от варикоза, да, но они ходят в мини-юбках, в шортиках, ну, как бы молодятся, но это просто смешно, да.
и тем не менее они думают, что это красиво. Ну вот по такому плану, вот то ли она что-то напяливает на себя, ну какие-то, ну я не знаю, знаете, вот бывают балахоны одевают, либо же молодежный стиль одежды, ну то есть она всегда выделяется из толпы, а может быть она одевается как попугай, но вот что-то ее выделяет. За счет этого, кстати, она тоже самоутверждается. Так, что же она хочет от вас? Почему она вообще обижается на вас, да? Было время, когда она очень плотно на вас запала. Опять же, у каждого это проиграются свои сроки. Возможно, даже это было, когда вы были еще в семье, когда были не свободны. Это могла быть даже, знаете, женщина в поездке, может, кстати, даже проиграться. Может быть, вы куда-то поехали, да? Та же командировка, там на отдыхе, может быть, вы к родителям, к родственникам поехали и пересекались с этой женщиной. Опять же, говорю, у всех проиграется по-разному. Просто я вот вам ее описала приблизительно, а вы уже думаете, где она может быть. В тот момент, когда она очень плотно на вас запала, так скажем, да, подсела на вас, вы были не свободны. Она пыталась во время вот общения такого, да, пусть назовем это дружеское, она пыталась с вами и флиртовать, вот так как-то, ну пусть неловко, не умеюще, да, это могла быть и компания, где угодно. Но как-то вот вы не повелись на нее. Она на вас обижается, вот я теперь поняла, почему она обижается, потому что вы на нее не клюнули. Во-первых, она вам особо не понравилась, вот, ну не запали вы на нее, да. Плюс вы были не свободны. А вы такой человек, который, ну, если имеет любимую женщину, то другие, пусть там хоть косьми лягут, вы не будете на них особо обращать внимание, да. Она злится, потому что вот она вроде бы такая сильная, властная, да, может проиграться, что она при деньгах. Пусть она такая, да, нековырная, несуразная, да, такая женщина, мужичка, ну, с мужскими энергиями. Но, тем не менее, вот она привыкла быть по жизни победительницей. Вот она такая довольно сильная личность, да, с мужской энергетикой. Она не привыкла, чтобы люди ей отказывали. А здесь вот как-то все пошло не так, да, вот как она привыкла. Она как-то даже не задумывается по жизни, что, ну, у всех свои предпочтения, да, вот у всех, допустим, там свои какие-то, может быть, чувства, та же семья, да, что вот вы не повелись даже хотя бы потому, что вы были не свободны на тот момент. Я уже не говорю про то, что, ну, как-то она вас особо не привлекла. Ну, с какого фига, простите, вы должны клевать на женщину, которая вам, ну, даже не понравилась, ну, не зацепила. Она на вас обижается, причем даже, давайте вот посмотрим, интересно, вы сейчас вот с ней хоть как-то пересекаетесь или нет? Иногда вы пересекаетесь. Вот это может быть общение. Причем общение, опять же, даже может быть это по работе. Ну, это не у всех проиграется по работе, потому что не забываем, что это общий расклад. Но может быть такой вариант, что это даже кто-то из коллег. Ну, либо же вы как-то вот по работе. Может быть, у кого-то это клиентка ваша, там, ну, в таком вот плане. То есть вы можете и сейчас пересекаться, но эта женщина будет бросать какие-то, знаете, вот косые взгляды на вас. Ну, такие, знаете, со злостью с какой-то. Она может сквозь зубы с вами разговаривает. Она может, ну, я не скажу, что прям грубить, хамить. Ну так, холодно, сдержанно может общаться с вами, просто потому что она на вас обижена. Просто потому что вы на нее в свое время, ну, не клюнули, в принципе, до сих пор не клюнули, потому что она вам просто не интересна. Напишите в комментариях, есть у вас такие, может быть, там знакомые, я не знаю, по работе где-то, да, потому что, ну, женщина, она, в принципе, привыкла своего добиваться. А здесь не получилось. Вот как бы она с вами не флиртовала, что бы она ни делала, да, вот как бы она глазки не строила,
ну, не зацепила она вас. Ну, не зацепила. Причем здесь может даже проигрываться, что она советуется вот то ли с подружками, может быть, там с родственниками, с кем она так близка. Вот она советовалась в свое время, как ей вас охмурить, что ей сделать, да, вот вы ей запали, но вы на нее не ведетесь, и все. Давайте-ка напоследок посмотрим все-таки, будет ли она еще что-то делать, вот ваш адрес, да, вот как-то атаковать вас. А между прочим, да, она будет еще пытаться, это такой, знаете, я не знаю, последний маневр, наверное, будет. Она попытается снова с вами то ли выйти на связь, если вы, допустим, кто-то из вас какой-то период не общались. Либо же она попытается, опять же, флиртовать с вами. Обращайте внимание вот на таких вот, ну, несуразных, угловатых, я не знаю, вот женщин, ну, которых я описала, вот такого типажа. Она попытается, ну так, робко, осторожно с вами выходить на контакт. Я не скажу, что она будет в наглую лезть, да, она не будет вас там соблазнять, она не будет как-то еще что-то такое говорить, какие-то гадости, чтобы обратить на себя внимание. Но ей бы вот хотелось, да, с вами отношений. Вот она хочет стать вашей императрицей, она хочет стать для вас главной женщиной. Но этого не получится, ну вряд ли, нет, я не вижу этого. Она попытается, да, вот по шестерке кубков, она попытается снова что-то придумать. Возможно, ей те же подружки, там, может быть, сестра посоветует, что вот сделай так-то и так-то, и тогда он обратит на тебя внимание. Но нет. Вот как тогда не сложилось, так не сложится вот с ней и сейчас. Вот не получится эти ее маневры. Нет, однозначно. Причем, я думаю, среди вас есть, ну, такие ребята крутого нрава, да, с характером, на которых, если женщина будет, ну, слишком так активно наседать, то, я думаю, вы ее можете даже так жестко отшить. Я, конечно, не советую травмировать ее такую нежную душу, хотя она сама кого угодно может травмировать. Ну, как-то деликатно вот тогда отшейте ее, культурно, так скажем, дабы никого не обижать. Женщина, которая, ну, реально, она очень специфическая, да, вот судя по раскладу, она вообще, ну, такая себе на уме, хотя я же говорю, что и внешность здесь оставляет желать лучшего. Здесь очень специфическая дама и в общении, и вообще во всем. Но я не вижу у нее особых таких перспектив даже с другими мужчинами, потому что, ну, как-то она то ли своей манерой общения, то ли вообще своей внешностью, может быть, даже одеждой несуразной. Она может просто отталкивать мужчин от себя. Она как будто вот отпугивает чем-то. Поэтому нет, с этой, ну, с этой можно так чисто поржать, как говорится, да, вот с такой женщиной можно поприкалываться, подурачиться. Это такой, знаете, свой в доску пацан. Но никак не для любви. Она, я думаю, даже как-то не особо умеет и себя вести в отношениях. Здесь может быть ситуация, что ее, возможно, одна мать воспитала, да, что она, ну, не очень умеет строить отношения нормальные с мужчинами. Ну и плюс еще это внутренние моменты, да, которые мне не хотелось бы затрагивать, дабы не отпугнуть совсем вас. Но это могут еще быть и моменты какой-то ориентации, так скажем, да. Но это уже совсем другая история. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!